Xiaomi больше не просто смартфоны за вменяемые деньги. За какие-то 1,5 года китайский техногигант из мира телефонов и ноутбуков вкатился в автопром так, что даже Илон Маск слегка напрягся. В марте 2024 года они выкатили свой первый электроседан SU7, который тут же порвал китайский рынок и обошел по продажам даже Tesla Model 3. Но Xiaomi не остановились. Они сделали SU7 еще быстрее, еще мощнее и назвали эту зверюгу SU7 Ultra. Под капотом более 1500 лошадиных сил. Это уже уровень гиперкаров, а не просто электромобили для города. И что дальше? А дальше настоящие автогонки против легенд Bugatti Veyron, Ferrari SF90, Nissan GT-R и даже Porsche Taycan Turbo S. Машины за сотни тысяч долларов. И против них выезжает новичок за 73 тысячи долларов. Да-да, SU7 Ultra стоит меньше, чем базовая немецкая тройка с нормальной комплектацией. В этом видео мы посмотрим, как SU7 Ultra справляется с этими монстрами и чем вообще он так хорош. Поехали разбираться, что за зверь этот SU7 с приставкой Ultra и почему весь автомир следит за ним с открытым ртом. Xiaomi SU7 Ultra оснащен трехмоторной силовой установкой, которая выдает просто невероятную мощность. Два гиперэлектромотора V8S на задней оси развивают 578 сил и 635 ньютон-метра крутящего момента. А еще один электромотор V6S на передней оси добавляет 392 лошадиных сил и 500 ньютон-метра. Вместе они дают 1548 сил и 1770 ньютон-метра. Но эту мощь можно использовать только 20 секунд. А вот на треке, например, машина может показывать 1346 сил на одном круге и до 816 на 10 кругах. SU7 Ultra разгоняется до 100 км в час за 1,98 секунды, а до 200 км в час за 5,86 секунды, становясь первым четырехдверным седаном в мире, который способен на такое. Максималка – 350 км в час, и да, он не легкий, весит 2360 килограммов. Электрическая начинка – батарея Kirin 2 от Kettle емкостью 93,7 кВт-часа, которая дает запас хода 630 км по китайскому стандарту. Конечно, на треке ты не проедешь так далеко, но быстрая зарядка спасает. Всего 11 минут для того, чтобы зарядить аккумулятор от 10 до 80% благодаря технологии зарядки с максимальной мощностью 5,2C. Скорость – это не просто цифры на спидометре, а настоящая буря на колесах. В первом заезде с SU7 Ultra участвуют два настоящих монстра. Один из них – Bugatti Veyron. Этот зверь под капотом скрывает 8-литровый V16 двигатель с 4 турбинами. Мощь 1015 сил и крутящий момент 1250 ньютон-метра позволяют ему разгоняться до 100 км в час за 2,5 секунды, и максимальная скорость 407 км в час. Второй участник, так же как и Ultra, родом из Китая – Yangwang U9. Электрическое двухдверное купе с 4 двигателями по 322 сил каждый. Суммарная мощность – 1287 лошадиных сил. А крутящий момент – 1680 ньютон-метра при 21 тысяче оборотов в минуту. Разгон до 100 км в час за 2,3 секунды. Электрокары SU7 Ultra и Yangwang U9 выглядят потрясающе на старте, показывая невероятный потенциал. Но вот с Bugatti Veyron случился небольшой сбой с двигателем. Однако в следующем заезде его заменили на Ferrari SF90. Это настоящий монстр среди гибридных суперкаров. Под капотом у него 4-литровый V8 с 2 турбинами, который выдает 769 сил и 800 ньютон-метра крутящего момента. Но это еще не все. К двигателю добавлены 3 электродвигателя, 2 по 114 на передней оси и 1 на 161 силу сзади. В общей сложности система развивает 1016 сил и 800 ньютон. С такой мощностью Ferrari SF90 ускоряется до 100 км в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 340 км в час. За все это удовольствие придется отдать около 490 тысяч евро.
На этом километровом драг-заезде интрига была до последнего, но победитель определился четко и с отрывом. SU-7 Ultra просто улетел вперед, показав шикарное время 16,98 секунды. За ним, с небольшой задержкой, примчался роскошный Yingwang Yu 9:18,46 секунды. А вот Ferrari SF90, несмотря на свое громкое имя и гоночный нрав, замкнула тройку с результатом 19,11 секунд. Справедливости ради, у Ferrari все-таки стоит бензиновый двигатель. Да, гибрид, с электромоторами, но сердце у нее по-прежнему гудит на бензине. А значит, это все еще та самая бешеная итальянская машина, а не просто батарейка на колесах. Так что дух Ferrari жив и не сдается под натиском электромобилей. И это, как ни крутите, вызывает уважение. Заезды на 400 метров со спортивной SU-7, тут все очевидно, без лишних слов. Но давайте про два монстра – Nissan GT-R R35 и Porsche Taycan. Эти машины, как два совершенно разных мира, но при этом оба крутейшие. Nissan GT-R R35 – настоящая легенда с мощнейшим двигателем и тягой. Там стоит шестицилиндровый V-образный двигатель объемом 3,8 литра с двумя турбинами, мощностью от 485 до 600 лошадок в зависимости от года и версии. Причем каждый такой мотор собирается вручную. Porsche Taycan – совсем другая история. Это электрокар, но мощный не по-детски. 761 лошадка с функцией Overboost, которая дает пику крутящего момента при запуске. Ускоряется он до 100 км в час за 2,4 секунды. Максимальная скорость – 260 км в час. Весь этот заряд энергии мгновенно передается на колеса, и машина не теряет свою скорость даже на высоких оборотах. Ну а теперь давайте поговорим о салоне нашего героя – Xiaomi SU-7 Ultra. Здесь все продумано до мелочей, чтобы создать атмосферу настоящего спортивного автомобиля. Сиденья обеспечивают отличную боковую поддержку, они имеют желтые вставки и логотип Ultra, а также вентиляцию, массаж и подогрев для обоих рядов. Рулевое колесо из углеродного волокна с микрофиброй Алькантара и желтой меткой на 12 часов помогает лучше контролировать автомобиль, особенно при активном вождении. Дополняют образ желтые гоночные ремни безопасности и красная кнопка Boost. Все контактные поверхности, включая сиденья, руль и панель, отделаны микрофиброй Алькантара. Серийная версия не имеет карбонового кузова, но за доплату можно заказать пакет карбоновой отделки для салона. Стекла с двойным покрытием защищают от 99% ультрафиолетовых лучей, а аудиосистема с 25 динамиками создает отличное звучание. Центральные приборные экраны обновлены для спортивного интерфейса, а звуковые эффекты и внешний динамик на 40 Вт добавляют драйва. Через приложение Race Track Master можно отслеживать данные о состоянии автомобиля и результаты заездов. Также доступны различные режимы вождения. Основной багажник объемом 454 литра и передний 105 литров. Xiaomi SU-7 Ultra – это яркий пример того, как китайский автопром перестал догонять и начал диктовать свои правила. Этот электромобиль не просто впечатляет цифрами, он разрушает стереотипы. При мощности 1548 сил и разгоне до сотни за 1,98 секунды SU-7 Ultra выходит на уровень гиперкаров, но стоит в разы дешевле. Xiaomi показывает, что технологии, стиль и бешеная динамика могут быть доступны, а не только для избранных. Китайская компания, которая когда-то была известна только своими смартфонами, теперь заявляет о себе на мировом автопроме. И, возможно, именно с этим автомобилем Xiaomi устанавливает новые стандарты для электрокаров будущего. Похоже, что это только начало, и впереди нас ждет еще много удивительных новинок, способных изменить все, что мы знали о современных автомобилях. И если так начинается их автомобильная история, то представить, что будет дальше, становится по-настоящему интересно. SU-7 Ultra – это не просто старт, это новая планка для всей индустрии.
Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле, и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.